Витаю! В этом видео во FreeCAD МКФ мы попробуем посчитать подвесной мост. Начнем с моделирования каната. В Calculix есть материалы, работающие только на растяжении, и по инструкции его можно применять для моделирования тканей, а значит и веревок. Материал, работающий только на растяжении, задается иначе, чем обычные материалы. Его имя должно обязательно содержать ключевое слово Tension Only, нижней черточкой вместо пробела. Далее, после ключевых слов, через нижнюю черту пишется метка, чтобы в рамках одной задачи можно было использовать разные материалы. В следующей строке ключевые слова о том, что это пользовательский материал с двумя константами. И в третьей строке сами константы, модуль упругости и предельное напряжение при сжатии. Теперь переходим к мосту. Его длина 10 метров, а ширина 1,5 метра. Для определения усилия в несущих тросах и канатах подвесов достаточно нарисовать проволочную схему из отрезков. Выполняем болевое слияние и переходим в МКФ. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Причем элементы должны быть второго порядка. Добавляем сечение стержням. Перекрытие будет из 40-х досок. Сечение можно назначить через окошко выбора, но это не совсем удобно, так как ненароком можно что-то пропустить. Поэтому список выбранных элементов заполним через референсы на вкладке «Дата» в свойствах сечения. Находим болевой фрагмент и, удерживая Ctrl, выбираем нужные стержни. Выбрали. Нажимаем ОК. Также через референсы можно подсветить все части схемы, добавленные в список назначения. Чего нельзя сделать через окошко назначения, так как здесь детали подсвечиваются по одному и в разнобой. Переименуем сечение, чтобы не забыть, что это доски. Таким же образом назначим сечение подвесом. Они будут из прутков диаметром 10 мм. Остались у нас только несущие тросы. Они будут из прутков диаметром 20 мм. Поле выбора оставляем пустым, что означает, всем оставшимся без сечения элементам будет назначено текущее. Добавим материалы. Для перекрытия будет дерево, свойства которого возьмем из библиотеки. И пометим, что этот материал относится к доскам. Детали, которые будут деревянными, скопируем из референсов сечений досок. При ставке референсов иногда цепляются лишние объекты, поэтому список нужно перепроверять, иначе выскочит ошибка. Добавим материал подвесов. Его нет в библиотеке, поэтому включим и заполним поля свойств материала.
Пометим, что этот материал относится к подвесам. Детали подвесов скопируем из референсов и их сечений. Как я уже говорил, при ставке может прихватиться лишнее. Вот прицепилась ссылка на отрезок, не относящийся к болевому фрагменту. А вот и ошибка. Исправляется простым удалением лишнего из списка. На всякий случай проверяем референсы. Все как надо. Добавим материал тросов. Его тоже нет в библиотеке, поэтому свойства зададим вручную. Поле выбора оставляем пустым, что означает всем оставшимся без материала элементам будет назначен текущий. Добавляем собственный вес. Добавляем нагрузку. Распределим по всей поверхности настила моста 22,5 кН, что соответствует нагрузке 150 кг на метр квадратный. Закрепим в трех направлениях концы несущих тросов. Все почти готово к расчету. Идем в свойства Calculix и на вкладке Data включаем геометрическую нелинейность. А еще нас интересует только финальный результат. И чтобы отключить выдачу промежуточных, в частоте выдачи результатов ставим какое-нибудь большое число. Идем в Calculix, выбираем Static, нажимаем «Записать файл задачи». Перед тем, как редактировать файл задачи, нужно подключить внешний текстовый редактор, так как нам нужны будут функции, которых у встроенного нету. В настройках МК и верстака снимаем птичку «Использовать внутренний редактор» и указываем путь к внешней программе. У меня это Notepad++. Теперь можем щелкнуть «Поредактировать файл задачи». Находим строки с материалами. По модулю деформации узнаем, где канат подвеса, а где несущий трос. Далее во всем файле нужно заменить имя материала каната по умолчанию на пользовательское. Вызываем «Найти и заменить». И для подвесов заменяем на Tension Only подвес. Проверяем, все ли заменилось правильно. Tension Only подвес должен быть у стержней диаметром 10 мм.
То же самое делаем для несущих тросов. Заменяем имя по умолчанию на Tension Only трос. Проверяем, все ли заменилось правильно. Tension Only трос должен быть у стержней диаметром 20 мм. Диаметр стержня – это цифра под звездочкой в начале Beam Section. Теперь надо упругие свойства превратить в одностороннее действие. Заменяем эластик у подвеса и несущего троса на пользовательские константы. Модуль упругости и предельное напряжение при сжатии. Материал дощатого настила, естественно, оставляем без изменения. Не забываем сохранить файл задачи и запускаем расчет. Расчет окончен. Смотрим, что получилось. Вначале посмотрим перемещение. Интересно, как под нагрузкой изменился провис несущего троса. Включим реальный масштаб перемещений, чтобы деформация не выглядела противоестественно. У левой опоры трос натянулся, выпрямился и потянул настил вверх. То же произошло и у правой опоры. А в середине пролета трос провис и настил наоборот опустился. При ходьбе по мосту настил пойдет волной. Ну не прям так сильно. Где-то так, что тоже вполне ощутимо. Чтобы уменьшить этот эффект, как правило, немного натягивают несущий трос. Удалим старые результаты и будем натягивать. Натяжение будем моделировать механически, как в реальности, закручиванием талрепа. Для этого добавим смещение 15 мм вдоль X креплением несущего троса. Ну и не забываем отредактировать файл задачи. Заменяем имена материалов тросов и подвесов на Tension Only. А их упругие характеристики на геометрически нелинейные. Пересчитываем и смотрим, что изменилось. Сразу выставим реальный масштаб перемещений, чтобы искажение не вводило в заблуждение. И сейчас увидим, помогло ли нам натяжение тросов. Да, помогло. Волна ушла. В результате натяжения провис троса в середине пролета уменьшился, и настил стал почти ровным.
Теперь проверим, угадали ли мы с диаметром несущих тросов и канатов подвеса. Кажется, что может быть проще – сравнить напряжение с сопротивлением растяжению. Но тросам и канатам такой вариант не подходит. Их прочность определяется по общему разрывному усилию. Несущие тросы и подвесы мы модулировали круглыми прутками, поэтому определить усилия в них не составит труда. Добавим фильтр, калькулятор. Возьмем главные максимальные, а ниже растягивающие напряжения, и умножим их на площадь сечения стержня, который у нас играет роль троса. И получается, что усилие в несущем тросе по цветовой шкале 27 кН. Не люблю эти единицы, давайте разделим на ускорение свободного падения, проще говоря, переведем в килограммы. Получилось 2700 кг, то есть почти 3 тонны. Но и это еще не все. Насколько я помню, у троса, который связан с перемещением людей, должен быть пятикратный запас прочности. То есть нужно еще умножить на коэффициент надежности, равный 5. Получается, трос должен выдержать 14 тонн. Канатам подвеса эта шкала не подходит, так как у них другой диаметр. Перед тем, как вычислять разрывные усилия в подвесах, нужно сначала отфильтровать несущие тросы. Проверим, чтобы в настройках контейнера фильтров был включен режим последовательного подключения. Добавим клип-фильтр, при помощи которого выделим канаты подвесов. Теперь к клип-фильтру подключим калькулятор. Выбираем растягивающие напряжения и умножаем на площадь сечения стержня подвеса. Чего уж мелочиться, сразу переведем в килограммы. Усилие в подвесах по шкале получилось 500 кг. А с учетом коэффициента надежности канат подвеса должен выдерживать 2,5 тонны. Что дальше с этой информацией делать? А все просто. Открываем сортамент и подбираем ближайший по значению разрывного усилия канат. Например, вот так. Как видим, выбрав в самом начале диаметр 20 и 10 мм, я не сильно промахнулся. Усилия в местах крепления тросов записаны в файле DAT. В файле DAT пишутся имена по умолчанию, поэтому, чтобы не запутаться, точки крепления в дереве проектов лучше не переименовывать. В точке крепления несущего троса горизонтальное усилие получилось 1100 кг, вертикальное 650, что при общей нагрузке на мостик 2200 кг вполне адекватно. Не забываем, что эти значения нужно еще умножить на коэфіцієнт надежности. На этом все. І як завжди, дякую за увагу.